дрон застрял вот за этой скалой. Итак, сейчас я буду распаковывать второй дрончик, привязывать к нему веревку. Купил в Хозмаге веревки. Будем сейчас пытаться стрясти дрон. Итак, вчера у меня фрезанул G, из-за этого коптер застрял на скале. Вчера я попытался туда залезть, но без страховки как бы это представило себе такой себе затеей. Поэтому я вчера уплыл обратно. И вот сейчас лезу наверх. Взял с собой второй дрон, веревку. Так как я вчера путешествовал без, скажем так, спасательного набора, с одним только дрончиком. Вот, поэтому сейчас лезу наверх. Буду пытаться спасти застрявший наверху коптер с помощью дрона с веревкой. Посмотрим, что из этого получится. Смотрите, какой обалденный вид на бухту. А это обалденный вид на скалы, которые попытались поглотить мой дрон. Вот, прям по кромке обрыва идет тропа. Обрыв такой приличный. Думаю, что если туда упадешь, то к низу доберется только бесформенный мешок с костями. Здесь, конечно, подниматься, в принципе, не скажу, что очень сложно, но когда камера в руке, это составляет приличный дискомфорт. Я решил вас немножко телепортировать, потому что иначе вам бы пришлось смотреть затяжное падение вниз. Фух, так. Короче, я на месте, вон тут даже мои вчерашние следы остались немножко. Как я здесь пытался ладить. Вот это, собственно, скала. Сейчас. Вот она. Вот прям вот в этом кусту застрял дрон. Сейчас я буду распаковывать второй дрон с веревкой и буду пытаться его подцепить. Если не получится, то будет акт номер 2. Тут рядом есть человек с опытом альпинизма. Если что, он туда полезет. Во, теперь получше, вроде бы. Я его вижу. Вон он лежит. Вон он, родимый, гупрошки торчит. Вроде бы я его перекинул. Сейчас будем дергать, посмотрим. Получится, не получится стрясти. Короче, идем за альпинистом. Там не получается через кут зацепить. Спускаемся аккуратно, чтобы не улететь туда дальше, а то лететь очень далеко. Я нашел водолаза, который в прошлом был скалолазом, и попросил его помочь достать дрон.
Он полез наверх, но скала оказалась слишком сыпучей, она обламывалась под руками и ногами, и он побоялся без страховки лезть наверх. Поэтому пришлось искать другие варианты. Я потом не слезу здесь. Не слезешь? Ты отпускай, когда он вверх потянет. Отпускай. Во, вот сейчас вроде хорошо. По чуть-чуть, прям вот так, да. Вот это проблема. Она веревка сама порвалась, даже не по узлу. Итак, мы идем с альпинистом Валерой. Привет, Валера. Сейчас мы будем его спасать. Дубль номер 3. И, как я уже показал, операция «Достань дрон» превратилась в операцию «Достань 2 дрона». Привет, кстати, в поводу. Ребята, я пошел по вашим стопам. Дрончик до сих пор пищит. Туристы ходят, оглядываются. Вон, туристы спрашивают, что это там пищит. Неужели дрон? А все ли дроны пищат? Так, Валера пошел искать, куда прицепить страховку. Для того, чтобы безопасно спуститься и снять дрон. Такая вот здесь красота. Там вот сейчас Валера засверливается для того, чтобы не лезть совсем уж без страховки. Сейчас будет доставать коптер. Так, Валера полез. Вот он, дрончик. Он, зараза, запутался. Ты, кстати, можешь его чуть-чуть за эту веревку просто подспустить и отпустить, и все. Два героя. Минус 2 батки, минус линза. Ну, короче, вот они спасены. У одного улетела камера курсовая. Другой вообще цел невредим, только пропеллеры. Вот он, герой-спаситель. Если будете в Судаке, оставлю ссылочку на него. Обращайтесь, поможет, спасет. Вот такая вот здесь красота. Надеяться, что вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр.